Мой дом в плохом состоянии. Как признать его аварийным? Если ваш дом не признан аварийным, но находится в плохом состоянии, вы можете обратиться в муниципальные органы власти с заявлением о признании его аварийным с приложением документов, подтверждающих ваши права собственности на помещение в таком доме. Копию заявления рекомендуем направить в Государственную жилищную инспекцию. Примерный текст заявления. В связи с наличием дефектов строительных конструкций рекомендуется указать основные дефекты, непосредственно влияющих на возможность безопасной эксплуатации дома по адрес. Просим провести его обследование и признать аварийным в порядке, установленном постановлением правительства РФ номер 47. Примерный перечень типовых дефектов: частичное разрушение, трещины, отклонение от вертикали, выпучивание фундаментов и несущих стен, разрушение и прогиб балок или плит перекрытий, поражение гнилью несущих элементов деревянных конструкций. По возможности следует указывать числовые характеристики дефектов: сквозная трещина с раскрытием 5 мм, прогиб балки на 10 мм и тому подобное, с приложением фотографий. Если ваш дом будет признан аварийным, вы должны получить соответствующее уведомление, и сведения о признании дома аварийным в течение 10 дней должны появиться в реестре аварийных домов. Ответ о результатах рассмотрения вашего заявления может содержать информацию о проведенных по заказу органов власти обследованиях, по результатам которых аварийное состояние дома не установлено. Если вы не согласны с такой оценкой состояния дома, необходимо за свой счет заказать обследование состояния дома специализированной организацией. Если оно будет содержать выводы об аварийном состоянии дома, повторно направить обращение о признании дома аварийным с приложением акта указанного обследования. Ответ местного органа власти может также содержать требование самостоятельно провести обследование дома с привлечением специализированной организации за счет заявителя. Муниципалитеты часто ссылаются при этом на отсутствие средств в местном бюджете на оплату таких услуг. Если у вас отсутствует возможность заказать и оплатить такое обследование, вы можете обратиться в суд с требованием о понуждении местного органа власти за свой счет провести обследование дома.